Лучше бы мне отдал Pictures. В содружестве с «Где-то дети голодают» Productions представляют Galaxy Note 8 versus iPhone 8 Plus. Остросюжетный видеоролик дроп-тест. Покидаем, блять. Привет, с вами Вилсаком. Сегодня мы проведем дроп-тест Galaxy Note 8 против iPhone 8 Plus. Флагманы, новые, дорогие и, что самое важное, стеклянные. Как Samsung, так и Apple заявляют, что здесь очень прочные стекла, которые должны хорошо себя показать в соприкосновении с асфальтом. Вот сейчас мы это и узнаем. Поехали! Айфоны любых цветов, iPad, Mac и другие продукты Apple, и не только, вы всегда можете найти в самом дружелюбном магазине гаджетов bgeek.ru. Ссылка в описании. Блин, мы же в Москве, и здесь кругом одна плитка, но она тоже покатит. Эти два девайса я, конечно же, сейчас протестирую, и мы их разобьем. Но для начала я хочу провести пранк айфоном. Эта коробочка у меня не просто так. Тот самый, который мы с вами распаковывали, и он летал по студии. В чем заключается история? Сейчас я выйду на улицу, встану, и первая девушка, которая подойдет со мной сфотографироваться с Android смартфоном, получит iPhone 8 на 256 гигабайт цвет Silver. Мне кажется, это забавный пранк. Ну, то есть ты такой подходишь сфотографироваться с Вилсаком, а получаешь iPhone. Вот это нежданчик. Девушка с Android — это несправедливо. У девушки должен быть iPhone, и сейчас мы это исправим. Шучу, конечно, но мне так хочется. И у многих из вас сейчас палец может потянуться к кнопке дизлайк, дескать, что за несправедливость, Валя? Ты сейчас кому-то подаришь iPhone, а я что, хуже? Я вот сижу, смотрю твой ролик. Нет, я люблю всех своих подписчиков, и прямо сейчас мы разыграем iPhone 8 Plus 256 гигабайт золотой. Ровно такой же, как у меня. Что нужно сделать? Подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, написать один комментарий, и итоги мы подведем 4 октября во время стрима по Google Pixel 2. Случайным образом выберем победителя на классненький айфончик. Вот такая красота. Ну что ж, пойдем найдем ту самую девушку. То есть я такой, короче, встал, и теперь надо понять, через сколько ко мне подойдут люди. Тестируем мою популярность, что ли. Я стою в тени, и погнали. Спасибо. До свидания. Спасибо. Высоко? Да, привет. Привет. Можно сфоткаться? Да, конечно. У девушек были айфоны, а по нашему условию должен быть Android смартфон. Да. Я вот ваш подписчик, смотрел ваш канал, Спасибо. очень нравится. Спасибо. Последнее видео, только сегодня смотрел. Да, спасибо, спасибо. Можно с вами сфотографироваться? Да, конечно. Можно. Спасибо. Девушка меня узнала, обернулась, такая: что за фигня? Интересно, подойдет или нет? Такая: блин, это же тот толстячок приятный из Ютуба. Я его понял, стоят, обсуждают. Это он? Нет, не он. Ну, конечно, он стоит просто так. Узнали, но не подходит. Окей. Вообще часто меня узнают, и, допустим, едешь в метро, люди стоят и беспалево вот так фоткают. Я вам хочу сказать, когда вы вот так вот беспалево стоите, фоткаете, это очень заметно. Ну, то есть это реально больше палит, чем если просто подойти и сфоткаться, если ты хочешь. Потому что вот это вот, типа, я стою рядом, оно как бы не работает. Все? Спасибо. Спасибо. Здрасте. Только у меня не iPhone. Вы ничего. любите iPhone? Да не, я не то, чтобы настолько прям. Сколько мы, минут 20 уже стоим? 20? Да. Привет. Что-то разыгрываете? А? Что-то разыгрываете? Да. Айфонище, да. Мы, нет, ну вот так просто стоим, снимаем всякое. Хотим дроп-тест замутить. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо. Да, конечно. Спасибо. Привет. Спасибо. Вот в чем проблема Apple-ориентированного типа канала. Все с айфонами, реально, все с айфонами. Хотя мы давно уже ушли от темы только про Apple, все равно все, с айфонами. Привет. Привет. И это, ну такое. Давайте, раз, два, три. С днем Рождения, Аня! Прости, пожалуйста, можно с тобой сфоткаться? Да. Блин, спасибо! Обалдеть, я тебя так давно смотрю. Спасибо большое. Давай.
Спасибо большое. Спасибо. Можно тебя обнять? Да, спасибо. Спасибо. Очень приятно. И это тоже был iPhone. Пришлось выйти из тени, потому что она закончилась. И стоять у забора как-то совсем я уже буду похож на какого-то маньячеллу. Поэтому встану как есть поперек дороги и будь что будет. На видео привет передать. Давай. Кому? Дарья. Дарья. Дарья, привет. Передаю тебе все самое классное и успехов, удачи, все как обычно, чтобы все было круто. И еще сказать, что на iPhone у вас выиграл когда-нибудь. Вот, и iPhone у меня выиграет когда-нибудь. Жалко, что тебя здесь нет, потому что это было бы сделать сильно проще. Спасибо. А вы разыгрываете iPhone? Да. Серьезно? А как-нибудь может принять участие? Нет. Получилось? Спасибо. Спасибо. Я вас щелкну мужу. Спасибо. Спасибо. О, наконец. Давай сфоткаемся. У меня для тебя будет еще сюрприз. Какая-то польза. Пранк айфоном. Идея была такая, что я стою здесь, ко мне подходит фотографироваться, и первая девушка, которая подойдет с Android-смартфоном, получает от меня iPhone 8. И ты была первой за целый час. Потому что подходили девочки с айфоном. Ну, Да ладно? Да. Вы серьезно? Серьезно, вот мы отдаем iPhone. Мамочки! Настоящий аккуратно, только он там, потому что не запакован. Это тот, который мы распаковывали на канале, соответственно, я его дарю. шутите? Нет, почему шутите? Вы шутите? Нет, хоть пранк айфона. Вот, еще один мы разыгрываем для подписчиков онлайн. Так что такая история. Все, Ну это круто. да. Хорошо, что у меня не iPhone. Вот, да, потому что подходило много девушек, но все с айфонами. А мы решили, что у девочек должны быть какие-нибудь другие смартфоны. Боже, нет, такого не бывает. Так, ну тогда мы можно будем с Да. вами... Да, сейчас Ну подождите, мы еще не закончили. Да, давайте мы с вами тоже сфотографируемся. Так, я не умею, я плохо умею это делать. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Так что спасибо. Очень приятно. Спасибо. Это вот Ура. как раз последний обзор, да, который был? Да. Подарили. Да. Здорово. Нашли тихое местечко в Москве, это сделать крайне сложно, но опять плитка, поэтому у нас будет такой классический московский дроп-тест. iPhone 8 Plus золотой у меня в руке не просто так, он умеет снимать теперь 1080p 240 кадров в секунду. Мы сейчас его внизу поставим и на него в том числе дроп-тест запишем, а вы зацените, как вышло. Оба телефона у нас рабочие, и если вы спросите, жалко ли мне их разбивать, конечно, жалко. Это хорошие аппараты, но все ради вас, потому что мне интересно. Я купил Galaxy Note 8, он дорогой, и я неуклюжий немножко. У меня, кстати, такая ситуация была один раз в жизни, реально. Я засовывал телефон в карман, промахнулся, и он просто выпал. Мы не будем кидать его с усилием, просто вот, допустим, я пытался его скинуть в карман, а вместо этого скинул на плитку. Погнали! Раз, два, три. Первый тест. Samsung Galaxy Note 8. Оу, он упал прямо с задней крышкой. Вот оно, место падения. Все-таки на, получается, грани он приземлился, но за счет того, что это стекло, а не алюминий, достаточно прочное и никаких царапин нет. То есть сейчас телефон бахнулся на плитку и практически не пострадал. Это можно маркером закрасить и вообще видно не будет. Забавно, что у него включилась камера, но он полностью рабочий и на лицевой панели вообще никаких следов. Точно такой же тест для iPhone 8 Plus. И вот здесь стоит упомянуть, что все эти дроп-тесты, они, конечно, не совсем научные, потому что можно 10 раз уронить телефон, что ему ничего не будет, а потом он у нас упадет просто вот с такой высоты и разобьется в клочья. Здесь, конечно, законы физики никто не отменял, но просто интересно. Samsung показал себя хорошо. Давай, iPhone, не подведи. Раз, два, три. Оу, он тоже упал на грань и после этого прокатился на стекле. И как-то странно, я бросал телефон камерой вниз, а он приземлился в вот этой части. Видимо, у него тяжелая задница, и она перевесила. Как и в случае с Galaxy, абсолютно ничего нету как на задней крышке, так и на передней. Экран полностью рабочий, и досталось только алюминиевой рамки, но это вообще ни о чем. Я что-то уверен, что после этого теста телефон уже не будет таким новеньким. Сейчас его можно продать где-нибудь на вторичке практически как новый. И теперь ситуация нетипичная, но от уха. Я разговаривал, знаете, что-то услышал ужасное, у меня рука разжалась, телефон упал. Опять же, хрен знает, как он полетит и чем приземлится. Если на экран, наверное, хана. Если на рамку, то выживет. Но сейчас и узнаем, как там поработали инженеры Samsung над этим вопросом. Итак, раз, два, три.
Я думал, он жив. Во-первых, у него отстегнулась вот эта палочка. Типа, я сваливаю. А во-вторых, здесь, конечно, ударчик пришелся ровно. Кстати, нет. Вы знаете, какая штука? Удар пришелся в рамку, но алюминий прогнуло, и он уже разбил, собственно, стекло. Если бы рамка была прочнее, телефону было бы вообще ни о чем. И что самое грустное, ладно, хрен с ним, с этим сколом, он был бы еще более-менее. Но трещины пошли по всему стеклу практически, да нет, до самого конца. То есть стекло треснуло полностью. Однако оно полностью работает. Тач, пожалуйста. И можно жить. Блин, ну это было больно. Зараза. Обидно, я думал, что он выдержит. Ровно та же самая история для iPhone 8 Plus. Как упадет, так и упадет. Но еще раз, Galaxy, на самом деле, несмотря на то, что треснул, пользоваться можно и вполне себе нормально. Пережить хотя бы там недельки 2-3 до сервиса вполне ок. Раз, два, три. Опс. Хрен знает, чем он упал, но следов нет вообще. Есть. Ну, опять алюминиевая рамка пострадала с двух сторон, но ему все равно. Вот эти самые места падения. Раз, два, ну и может быть еще где-то с другой стороны. Еще раз, экран полностью рабочий. Никаких вообще трещин, сколов на стекле. И вы знаете, я только что подумал, что возможно это из-за того, что у Galaxy стекло заходит все-таки еще больше. Здесь есть какая-никакая рамка, и она, видимо, спасает в случае падения. Многие могут сказать, что iPhone отпружинило мне на ногу, дескать, я это специально так подгадал. Нет, мы сейчас его все-таки разобьем, вопрос с какой попытки. Ну и, конечно же, для Galaxy еще раз, может быть, он просто супер неудачно упал, и сейчас со второго раза все будет окей. Погнали. Раз, два, три. Слишком экран Galaxy Note заходит за допустимую норму туда, в рамку, и он как раз коцается ровно, смотрите, что получилось. Он коцнулся первый раз здесь, второй раз здесь и еще здесь, то есть ровно вот по этим самым точкам. Я думаю, что если мы сейчас еще раз его уроним, он еще и здесь гавкнется. Но при этом, знаете, что забавно? Задней крышке ровно все равно, потому что она как раз, в отличие, хотя нет, она ровно так же сделана. Блин, ну какого черта? Короче, он битый по углам, но пользоваться им можно. Samsung пока огорчает. Каждое падение с высоты где-то 1,5 метра, и телефону сразу хана. Но он как бы убивается не полностью, работает, но стеклу, к сожалению, нет. Давайте проверим, как iPhone себя второй раз покажет. Раз, два, три. Воу! Это было больно, он аж прямо отпрыгнул. А куда он приземлился-то? То ли я не понимаю, он так прыгнул жестко, а каких-то новых злых царапин я не вижу. Рамку даже не промяло, там еще что-то. Скорее всего, вот здесь вот маленькая такая прямо вмятинка. Ну, это вообще ни о чем. Телефон упал с 1,5 метра на чертову плитку, ему вообще все равно. Рамка хорошая. Упал бы на стекло, хана стекло, но рамка спасает, и вот это круто. То есть, если вы уроните телефон, и он приземлится на рамку, то велика вероятность, что он останется жив. Пипец. То, что он бьется при падении с 1,5 метров даже при приземлении на рамку, мы выяснили. Давайте узнаем, насколько у него хороша задняя поверхность. Здесь тоже Gorilla Glass 5 стекло. И я хочу уронить его где-то на уровне пояса, то есть чуть повыше, посередине, между ухом и карманом. Вот с такой высоты прямо на непосредственно крышку. И узнаем, выдержит она или нет. Я вот готов, не знаю, что сделать. Что-нибудь злое, если она останется жива. Я прям уверен на 1000%, что она разобьется. Проверяем. Раз, два, три. Да ну! Не разбилась. Я уж испугался. Слушай, разбилась. Опять же, вот именно там, где рамка, то есть не сильно. Я думал, что сейчас бум, вообще осколки во все стороны. Нет, стекло прочное, но в моменте, конечно, соприкосновения с собянинской плиткой здесь не выдержал. Но опять же, пользоваться можно, камера целая, все. Просто плашмя бахнулся и нормально. Ровно тот же самый тест для iPhone 8 Plus, который показывал себя неплохо. У него камера выступает на краю, и меня это несколько пугает, потому что если он приземлится прямо на нее, может гаснуться стекло камеры, это было бы очень неприятно. И снова где-то на уровне пояса, не знаю, что произошло, со стола он упал плашмя. Раз, два, три.
Он не упал нифига на непосредственно поверхность, он опять приземлился рамкой. Да ну камон. Вот о чем я говорил. Смотрите, упал все-таки на непосредственно камеру и ободрался алюминий вокруг. Вот здесь стекло, такое впечатление, что вообще отклеилось кусок, но цело. И, в общем, даже нигде не треснуло. iPhone не треснул. Ты понимаешь, что происходит? Ему все равно. Он жив и здоров. Стоит отметить, что первое время, несмотря на то, что здесь трутон экран, сюда, наверное, можно поставить какой-нибудь достаточно фиговый и заменить его в случае чего бюджетно. А вот задняя крышка пока еще это дефицит, и поменять заднюю стенку будет достаточно сложно. Но дело в том, что экран это, конечно, неприятно, когда он треснутый, а задняя крышка, если только куски стекла не вываливаются, ну и хрен с ним, что она в трещинах, можно жить. Ну и давайте самый жесткий тест. Экран у нас уже разбит, задняя крышка еще более-менее цела. С высоты своего роста бросаю телефон плашмя. Раз, два, три. Дрить колотить. Но я прям отсюда вижу, что там прямо жестко. Вот, знаете, то, что он здесь разбился, как бы хрен бы с ним на самом деле, хотя вот она, стеклянная крошка. Вот здесь стекло отходит, и вот таким порезаться вообще как нифиг нафиг. Ну что я хочу вам сказать, телефон в целом показался, я думал, что стеклянный, здоровый, тяжелый телефон покажет себя хуже. Плохо, что каждое приземление на край около рамки заканчивается, видимо, продавленным стеклом, и, пожалуйста, вот те трещины. Но, блин, я думал, у него прям все рассыпется, не? Молодцы. А камера-то цела? Камере вообще пофигу, она снимает ей нормально. Мы подошли к тому моменту, когда мне реально не хочется бросать iPhone. Он просто целый, его убираешь в чехол, и вот эти вот сколы на алюминии просто будут не видны. Но хлеба и зрелищ требуют наши сердца. С высоты своего роста плашмя. Раз, два, три, погнали. Опять же, 1000% ему хана. Да. Оу, щет. О, куски посыпались. Как мы... И камера треснула. Е-мое. Айфон. То, что вот здесь трещины, не обращайте внимания, вот здесь кусок прямо выперло, и можно оттяпать себе палец, разбилась камера, отсюда вообще кусок вылетел, то есть вот эта зона прям совсем кончилась, и, конечно, таким устройством, опять же, пользоваться нельзя. И если бы его можно было убрать в чехол, то разбившаяся камера, это очень грустно, давайте посмотрим, как она снимает. У нас есть теперь такой крутой эффект засвета, практически эксклюзивный, смотри. О, эффект. У нас теперь творческая камера. На 2х это никак не сказалось, а основная, конечно, линзе хана. Но, кстати, можно жить, можно снимать и говорить, что я так вижу. Ну и чтобы окончательно угандошить этот телефон, давайте кинем его опять с высоты моего роста, теперь уж экраном вниз. Раз, два, три, родной. Ты знаешь, интересная штука. Он приземлился немножко на грань, и за счет этого он разбился там, где уже был разбит, что нам, в принципе, не очень интересно. А каких-то злых новых царапин не появилось, поэтому еще раз, прямо не откладывая, чуть повыше. Раз, два, три. О, я видел куски стекла, вот это было неплохо. Ну, опять же, ты понимаешь, он разбился в тех местах, где мне, в принципе, экран особо не нужен. Я могу его включить. Да, он работает же. Да, он работает. И я вам точно скажу, я фоткаюсь с большим количеством людей, люди подходят делать селфи, и практически у всех вот такие телефоны, и всем норм. То есть, рабочая область цела. Пипец. Не очень удобно будет шторку доставать, потому что цепляется палец за трещины, да и хрен бы с ним. Здесь все более-менее. Пленочку сверху приклеил, и будет вообще как новенький. Просто незаметно под определенным углом. Вот уж современные экраны. Раньше разлетались вообще в слюни, а сейчас научились делать. Этот девственно чистый экран должен страдать. Погнали, с высоты моего роста. Раз, два, три. Оу, щет.
Ты знаешь, он упал на грань, и здесь он, в принципе, более-менее живой. Живой, скотина. Опять же, треснул чуть-чуть, но живой. iPhone, ты меня сегодня прям удивляешь. Apple, походу, не врали, когда говорили, что поставили наконец-то сюда хорошие стекла. Здесь вообще целое. Только вот здесь гавкнулся чуть-чуть. Чуть-чуть. Вообще ни о чем. Пипец. Ты молодец, айфончик, но нам нужно красотулечку. Опять не разбился? Ты посмотри, опять кусок гавкнулся, но не разбился. Полностью целый. То есть даже разбилось стекло вокруг экрана, экран-то вообще целый. Давай еще раз. Вот это было хана телефона. Та-дам! Да, здесь он, к сожалению, с третьего раза не выдержал и кончился окончательно. Вот здесь у нас место удара и, собственно, телефончику, конечно, хана. Но такого не пережил бы ни один аппарат, как мы с вами уже знаем. Но мне понравилось, что телефон сопротивлялся и несколько раз, приземляясь вот сюда, не хотел разбиваться, но мы все-таки смогли. Опять же, классно то, что матрица полностью живая, а это значит, что вы можете пойти в сервис, заменить вот это стекло, оставив оригинальную матрицу, и это даже будет не очень дорого стоить. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я рассказал об этом поподробнее в одном из следующих видео. Камерулечка, как ты там? О, iOS 11 во всей красе. iPhone 8 Plus тормозит на iOS 11 ровно так же, как и ваш телефон, так что не переживайте. Камера просто не хочет запускаться. Может быть, ей хана уже? Может быть, она кончилась? Судя по всему, она не работает. Странно. Камера! Камера! 2х, ничего не работает. А фронталочка? О! И привет! Фронталочка работает, а основная камера нет. Грустняш. Камеру придется тоже менять. Что мы с вами узнали? Стеклянные смартфоны бьются. Вот это новость! На самом деле вопрос был в том, как быстро они разобьются. И, конечно, безрамочный классный Galaxy Note очень красивый, но это его и ахиллесова пята. Он, к сожалению, бьется прям вообще практически моментально. iPhone, с учетом того, что у него конструкция уже 3 года такая, вполне себе окей. И разбить его, конечно, можно, но сложнее. Если вы будете его плашмя кидать на асфальт или плитку, на что-то очень твердое, он, приземляясь на рамку, ведет себя очень культурно. И, опять же, если вы носите телефон в чехле, скорее всего, это даже будет незаметно. Ну, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Напомню, что мы разыгрываем iPhone 8 Plus, на который мы сегодня снимали 240 кадров на секундочку. И до новых встреч. У нас еще будет скретч-тест и много всякого разного про новиночки. Пока!